Приветствую вас на канале Тайны чисел. В этом видео мы будем разбирать таинство числа 6. Число 6 управляется планетой Венера. Венера, как известно, утренняя звезда, является перед восходом Солнца самой яркой планетой в восточном полушарии. Ее можно видеть невооруженным глазом перед восходом и перед закатом. В астрологии Венера считается благостной планетой, обладающей женственной водной природой. В мифологии Венера имеет два различных образа. Первый. Светлолицый юноша воплощение любви и чувственности. У него вьющиеся волосы, притягивающие глаза и светящееся тело. Он по своей натуре гедонист, и у него очень мягкий характер. Другой образ – учитель тех, кто противостоит богам. Здесь у него также белокурые волосы, большая борода. Венера – это божество семени, чувственной стороны человеческой природы. Венера управляет возвышенными чувствами, романтичностью, красотой, страстью, сексуальными удовольствиями, искусствами, музыкой, поэзиями, танцами. Она также управляет глазами, горлом, кожей, почками и репродуктивными органами. Венера дает своим обладателям деятельную, артистичную и страстную натуру. Она делает их красивыми и дарует им пропорциональные привлекательные тела. Особенно хороша верхняя часть туловища, руки, лотосоподобные глаза. Люди, у которых наблюдается в характере преобладание качеств Венеры, светлолицы, у них обычно счастливый и величественный вид, они полны жизни, эмоциональны, чувствительны, игривы, любвеобильны, обходительны, фривольны и вежливы. Это созидательные люди, изобретатели. Они интересуются медициной, алхимией, тантрой, гипнозом и искусством. Венера управляет юностью. Ее влияние на женщин немного больше, чем на мужчин. Венера – это друг Меркурия и Сатурна. Юпитер и Марс по отношению к ней нейтральны, а Солнце и Луна – враги. Из всех чисел с 1 по 9 число 6 самое счастливое, то есть шестерки, которые родились 24 числа любого месяца, наиболее удачливы. Число души 6 – это число души тех, кто родился 6, 15 и 24 числа любого месяца. Такие люди притягивают к себе окружающих, они полны молодости, учтивы, великоречивы, любят роскошь, артистичны, обладают тонким вкусом. Они всегда привлекают к себе представителей противоположного пола, которые обычно любят их и уважают. Они свободно тратят деньги, социальные и обладают возможностью встречаться с красивыми людьми. Они любят путешествовать и часто выезжают за границу. Шестерки всегда чем-то заняты. Они чересчур заботятся о своей внешности и стараются всегда одеваться привлекательно. Шестерки не любят уродства, плохого управления делами, беспорядок. Они любят содержать свое место жительства в чистоте и порядке. Они любят украшать свои дома, комнаты, офисы, рабочие места. Шестерки не любят беспокойного окружения и не ввязываются в споры. Если кто-то начинает с ними сражаться, они бегут с поля битвы и всегда готовы к компромиссу. Люди с числом души 6 умны, тактичны, способны узнавать о тщательно охраняемых секретах других без малейших их усилий. Перед тем, как что-либо сделать, они любят подумать, и это замедляет их поступки. Но они всегда свою медлительность любят и считают медленно, но верно. Когда от них ждут быстроты, они нервничают и все портят, совершая массу ошибок. Они стремятся оставаться мирными и не любят тех, кто поступает против их воли. Шестерки не любят отдавать приказаний, нетребовательны, они могут скрывать свои чувства и гнев за милой улыбкой. По своей природе они скрытны и хранят секреты, никогда никому ничего не разбалтывая. Это универсальные друзья, хорошие члены семьи, они заботливы, внимательны по отношению к своим семьям и понимают их радости и беды.
Они поддерживают отношения со всеми своими родителями, даже после того, когда уходят из дома. Они глубоко переживают горе своих родителей, детей и делают все возможное, чтобы помочь им. Они верят своим друзьям и близким. Из-за своего утонченного вкуса, хороших манер, предупредительности и мягкости они получают популярность в кругу своих друзей и признаются всеобщими любимцами. Шестерки довольно экстравагантны. Они удачливы и способны получить все блага и роскошь современной жизни. Дом с садом, машину еще до 45 лет. Шестерки любят компанию и не могут жить долго одни. Однако, существует большая разница между мужчинами-шестерками и женщинами-шестерками. Мужчина с числом души 6 – это мужчины очень привлекательные, притягательные и бывают полезны. Они настоящие эксперты в искусстве любовной игры. Они искусно воздействуют на женскую психику, привлекая к себе женщин и соблазняя их. Всю свою жизнь они ищут красивых, привлекательных женщин и предпочитают оставаться в женских компаниях. У них обычно несколько любовных связей, и они не остаются привязанными к женщинам навсегда, а также на которые женились. В отношении окружающих они гедонисты и материалисты. Это противники дисциплины и не способны поддерживать какие-либо духовные практики. Иногда они могут быть религиозными, но в большей степени это не так. Они чувствительны к венерическим заболеваниям и болезням половых органов. Женщины с числом души 6, они красивы, пропорциональны и имеют утонченный вкус. Их любовь сродни любви матери. В девичьи они озорны, игривы и чувствительны. В это время они легко могут разжечь огонь и сексуальность своих партнеров. Они вовсю наслаждаются любовными играми, но после 25 лет они устают от таких бесплодных игр. Отойдя от любовных приключений, они начинают больше интересоваться карьерой, учиться, как жить счастливо и быть довольны жизнью. Они обычно медлительные и темпераментны. Они любят наряжаться в драгоценности, они моделируют свои платья своими руками и живут с комфортом. Их легко привлекают ученые, артистичные и духовно настроенные люди. Они служат членам своей семьи и родителям и любят закон и правду. Они зависимы и не избегают своей ответственности. Они часто соблазняют святых мужчин. Мужчины и женщины с числом души 6 имеют немного друзей и довольно часто живут одиноко. Они любят свои дома, они независимы, они любят свободу, простоту и спокойствие, они не эгоистичны. Они нестабильны и не могут сосредотачиваться на одном предмете длительное время. Они очень удачливы и получают помощь и поддержку на протяжении всей своей жизни из неизвестного источника. Иностранцев и людей, имеющих власть, они особенно почитают. Предостережение для людей с числом души 6. Они должны научиться проверять людей, прежде чем доверять им. Прежде чем вступать в финансовые или физические взаимоотношения, женщины должны научиться проверять сказанное другими. Должны избегать аргументов и излишней траты своей энергии, объясняя свое поведение окружающим. Они добиваются лучших успехов, когда работают медленно, и они должны избегать натисков, потому что это нарушает их план. Должны не придавать чрезмерное значение эмоциональности по отношению к половым партнерам. Они должны избегать тяжелой физической работы, потому что их конституция не подходит для такой работы. Должны забывать людей, которые их обидели, и не тратить свою энергию напрасно, вступая на путь мести, вынашивая недовольство и размышляя о неблагоприятных событиях прошлого. Они только тем самым подрывают свои нервные системы. Должны избегать употребления наркотиков, потому что они подвержены привыканию. Должны избегать излишних любовных связей, избегать сладких блюд, масла, жиров и очень пряной пищи. Должны практиковать йогу, медитации, регулярные утренние прогулки, массировать свои тела или хотя бы проходить курс массажа. Также они должны откладывать деньги на черный день. Число души 6 – это не очень хорошее число судьбы. Это в большей степени справедливо для женщин.
Число души 6 создает много сексуальных проблем, за которые действительно человек не отвечает. Оно побуждает людей вступать в нежелательные любовные связи. Когда 6 является числом души, наклонности по отношению к противоположному полу вполне естественны. Это физиология, поэтому все это приемлемо. Но когда такие вещи происходят случайно, без личного влечения, то кажется, что физические взаимоотношения навеяны самой судьбой. Люди с числом души 6 достигают комфорта и добиваются успеха благодаря удаче. Они имеют все, что захотят, но если и не женятся в ранние годы, то потом долго не смогут найти подходящего себе жизненного партнера. Они заботятся о своих друзьях, их взаимоотношения лишены задних мыслей, и они должны много работать на протяжении своей жизни в этом направлении. Они становятся очень независимыми и, тем не менее, оставаясь социальными. Они хорошие собеседники и рассказчики, они много путешествуют и наслаждаются жизнью. Они любят хорошую и вкусную еду. Люди с числом судьбы 6 более сентиментальны, более логичны, и они имеют склонность размышлять о своем прошлом. Они не приемлют рабство. Шестерки нарушают закон и не следуют традиционным религиям. Они интересуются тайными науками, оккультными знаниями, такими, например, как алхимия, тантра, ведьмачество и черная магия. Они наделены миролюбивым, романтичным и более покладистым характером. Также они могут быть хорошими дипломатами. Шестерки защищают свои интересы и интересы своего класса. Деньги не задерживаются в их руках. Они великодушны и щедро тратят большие суммы на содержание родственников и друзей. Им нравится коллекционировать красивую одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные изделия и драгоценные камни. Они стараются быть привлекательными, очаровательными и молодыми до старости. Женщины-шестерки сохраняют свои чары долгое время. Они страдают от чрезмерного злоупотребления сексуальными связями и склонны к венерическим заболеваниям. Число имени 6. Как и число имени 6, наиболее подходит поэтам, художникам, музыкантам и танцорам. Все это делают шестерки быстро и становятся популярными. Это хорошее число имени для тех, кто интересуется оккультными знаниями. Такие люди обретают особую магическую силу. Число имени 6 заставляет людей любить сотрудничество. Они становятся добрыми, симпатичными, гостеприимными, милосердными, эмоциональными, непостоянными. Шестерки становятся общительными и превращаются в собирателей бесполезных слухов. Они легко привлекаются внутренней и внешней красотой человеческих форм и природой. Слабые периоды для числа 6. Это являются месяцы апрель, октябрь и ноябрь. Эти люди имеют проблемы со своим здоровьем, получают плохие новости и даже могут страдать от умственных недомоганий и встречать в своей работе разнообразные препятствия. У них может пропадать смелость, вдохновение, твердость и терпение. Они становятся горделивыми, неучтивыми, упрямыми, ревнивыми, нерешительными, начинают ввязываться в споры и вступать в беспорядочные половые связи. Они теряют чувство здравого смысла и начинают без разбора всем доверять. А когда их обманывают, они выходят из душевного равновесия. Сильными периодами для шестерок будет являться промежуток с 20 апреля по 18 мая и с 21 сентября по 19 октября. В это время следует браться за новую работу, устанавливать новые контакты, подыскивать при возможности новый дом, либо заканчивать начатое. Особенно сильными являются периоды с 20 по 30 апреля и с 1 по 19 октября. В это время следует совершать поступки, которые окажут помощь в будущей работе. Для шестерок благодарными являются все даты 6, 15, 24 любого месяца, 3, 9, 12, 18, 21 и 30 числа также будут благоприятными. Благоприятными днями будут среда и пятница, а если эти дни приходятся на любое из указанных выше чисел, они становятся особо благоприятными. Рекомендуемые цвета – это белый, потому что это цвет их правящей планеты – Венеры.
Также благостными цветами будут являться розовый, голубой и желтый. Желтый цвет связан с Юпитером, а так как Венера получает свою экзальтацию в рыбах, управляемой Юпитером, желтый цвет расширяет хорошие качества шестерок, и они становятся еще более лучезарными. Женщины-шестерки должны носить на себе и иметь в своем окружении как можно больше розового цвета. В торжественные моменты женщины-шестерки должны надевать белое платье, и оно принесет им успех. Во внутреннее убранство шестерки, будь то мужчины либо женщины, должны использовать как можно больше белого цвета. Белое постельное белье, белые наволочки. Им также рекомендуется носить белый носовой платок для того, чтобы вытирать руки или лицо при первых признаках усталости или слабости. Для шестерок предпочтительными камнями являются бриллианты, потому что они связаны с Венерой. Если бриллиант нельзя достать, можно использовать сапфир, белый циркон или белый турмалин. Бриллиант следует покупать в пятницу в период между восходом солнца и первыми часами утра. Его следует относить ювелиру и отправлять в кольцо также в пятницу. Забирать обратно также нужно в пятницу. Затем после очищения соответствующих ритуалов носить между восходом солнца и 11 часами утра. Взаимоотношения с разными числами. Число 6 и число 1. Мужчины-шестерки и мужчины-единицы. Мужчины-единицы и мужчины-шестерки легко становятся друзьями. Если они занимаются политикой, то могут получить друг от друга взаимную выгоду. Мужчины-шестерки наслаждаются жизнью, не могут оценить идеалистических единиц, и их дружба долго не продлится. Такая комбинация не является идеальной для делового партнера, но большого вреда она также не принесет. Женщины-шестерки и мужчины-единицы. Мужчины-единицы выгодны для женщин-шестерок и оказывают им всякую помощь, но они не являются идеальными жизненными или деловыми партнерами. Женщины-шестерки – это идеальные секретари для мужчин-единиц. Мужчины-шестерки и женщины-единицы. Мужчины-шестерки подвержены беспорядочным половым связям, в то время как женщины-единицы стремятся к браку и к честности. Они любят правду и верят в искренние чувства. По этой причине такая комбинация не составляет хорошей пары. В деловом партнерстве женщины-единицы не считают, что мужчины-шестерки правильно тратят деньги. Такие женщины предпочитают более твердую руку при ведении таких дел. Женщины-шестерки и женщины-единицы. Эта комбинация знаменует собой очень хорошую дружбу, где обе стороны стараются ублажать друг друга. Медлительность шестерок дает вечно занятым единицам передышку. Женщина-единица старается сохранить дружбу с женщиной-шестеркой и дарит ей ценные подарки. В общем, шестерки и единицы, они друзья. Шестерки оказывают на единиц хорошее влияние. И хотя шестерки являются для единиц загадкой, шестерки всегда понимают единиц и могут оказывать на них влияние, а также помогать им. Шестерки могут служить единицам и быть их деловыми партнерами, но также могут сотрудничать долго и непродолжительно. Их сотрудничество может быть долговременным, если только обе стороны не проводят все время вместе. Такое партнерство будет более успешным, если стороны встречаются лишь ради работы, путешествий, для организации вечеринок, праздников, собраний и семинаров. Шестерки должны быть готовы принять авторитет единиц. Число 6 и 2. Они могут быть хорошими друзьями. Шестерки помогают росту и развитию двоек. Они дают им мерные вибрации и хорошие советы, но не вдохновляют их на работу. В дружбе двойки не оказывают шестеркам такую же помощь, как шестерки двойкам. Поэтому шестерки должны избегать двоек. В бизнесе двойки более выгодны шестеркам, а для женитьбы для мужчин и женщин шестерок двойки, к сожалению, не подходят. Число 6 и 3 находится в гармонии. Тройки приносят шестеркам хорошие плоды в дружбе, деловом или жизненном партнерстве. Они помогают друг другу, но если шестерка мужчина, то такая комбинация не принесет ему радости в браке. Это происходит из-за того, что женщина-тройка не может доставить мужчине удовольствия, радости, потому что имеет побочные связи. Поэтому
Мужчина-шестерка должен избегать брака с женщинами-тройками. Но противоположная комбинация просто замечательна. Шестерки должны выбирать число 3 для назначения дат, встреч или номера дома, в котором они живут. Число 6 и 4 составляют гармонию. Они не слишком хорошо работают вместе. Четверки часто теряют душевное равновесие, часто создают трудности, но несмотря на то, что легко подтягиваются к ним. Четверки не хотят, чтобы их учили шестерки, и всячески этому сопротивляются. Шестерки, особенно женщины, должны избегать четверок для женитьбы и делового партнерства и не назначать встреч на 4 число. Число 6 и 5 – это друзья. Пятерки помогают шестеркам решать психологические проблемы и могут выступать по отношению к ним хорошими терапевтами и врачами. Пятерки оказывают на них физическое и ментальное влияние. Шестерки положительно влияют на пятерки и в свою очередь помогают им справиться со всеми недостатками, непостоянством и неугомонным умом. Такая дружба помогает достичь им небывалых высот в политике, в искусстве, журналистике, телевидении и так далее. Брак между женщиной-шестеркой и мужчиной-пятеркой не является идеальным, однако обратная комбинация очень удачна. Шестерки могут выбирать пятерок в качестве деловых партнеров и назначать встречи на 5 числа. Число 6 и 6. Две шестерки – друзья, но из-за того, что они обладают одной частотой, они не вдохновляют друг друга. Однако при встрече они чувствуют большое удовлетворение, они очень хорошо понимают друг друга, но если вдохновления им нужны, то они используют единицу или тройку, либо пятерку, или девятку. В бизнесе две шестерки могут развить большой вкус при работе с косметикой, разработка направлений моды, внутреннего убранства помещений, ювелирного дела и стать очень хорошими партнерами. Брак между этими числами не будет идеальным, поэтому они не вдохновляют друг друга, однако образуют хорошую семью. Шестеркам следует выбирать число 6 для назначения встреч. Число 6 и 7 всегда помогают друг другу. Шестерки всегда помогают семеркам и вдохновляют их, но обратное несправедливо. Шестерки помогают семеркам разлить их мечтательную натуру. Семерки представляют собой фантазию, и в то время как шестерки связаны с мирским. Семерки оригинально выражают известные истины. Они слегка раздражают шестерок, потому что семерка не четко в своем выражении, а шестерки любят ясность. И хотя шестерки могут наслаждаться обществом семерок, во время отдыха, при проведении серьезных встреч, шестеркам следует держаться подальше от фантазий семерок. Также шестерка должна избегать числа 7 для назначения встреч и выбора номера дома, в котором живут. Эта комбинация не образует хорошей пары, однако брак может получиться неплохим, если шестерка женщина, а мужчина семерка. Число 6 и 8. Шестерки всегда являются выгодными для восьмерки. Шестерки вдохновляют восьмерок, придают им больше социальности и делают их более приятными в общении. Восьмерки же тяжеловесные, молчаливые. Игривость шестерок заставляет восьмерок почувствовать вкус к жизни, и они начинают интересоваться удобствами и роскошью. Восьмерки с помощью шестерок становятся более созидательными и выразительными. Если оба эти числа занимаются политикой, искусствами или кино, они не добиваются успеха. В бизнесе шестеркам не рекомендуется вкладывать деньги в какое-либо предприятие, начатое восьмерками. Однако восьмерки могут выступать в качестве деловых партнеров, и шестерки обретут финансовый успех. При супружеских взаимоотношениях восьмерки не слишком хорошие для шестерок. При необходимости женщина-шестерка может выйти замуж за мужчину-восьмерку и наслаждаться несколькими счастливыми годами брака. Шестеркам рекомендуется избегать числа 8 для назначения встреч. Число 9 и 9 – эти числа всегда являются друг для друга взаимовыгодными. Они получаются путем умножения 3 на какое-либо число и составляют поэтому хорошую комбинацию. В дружбе и в деловом партнерстве они взаимовыгодны.
Шестерки осторожно направляют интересы девяток, а девятки делают всю тяжелую работу за шестерок, требуемые для совместного предприятия. Шестерки и девятки образуют очень хорошую пару в музыке и других видах искусства. В политике число 6 может выступать как поклонник, последователь, специалист для общественных связей и хороший составитель планов для девяток. Эта комбинация чисел образует хорошие пары. Они искренне любят друг друга, и такая пара является идеальной, если девятка мужчина, а шестерка женщина. Шестерки должны выбирать число 9 для назначения встреч, а также номера дома, в котором они живут. Если вы узнали себя в этом видео, узнали своих близких, родных, возможно, открыли для себя какие-то новые истины, то пишите свои комментарии под этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!